Эта история произошла с женщиной по имени Мария. У нее был сын Андрей. Отец умер 3 года назад, еще до рождения ребенка, и Мария воспитывала сына одна. Они жили в небольшой деревне рядом с лесом. Жизнь в деревне была спокойной и размеренной. Мария и Андрей проводили много времени на свежем воздухе, гуляя по лесу и наслаждаясь красотой природы. Они знали каждое дерево, каждую поляну, каждый ручей. Лес заботливо хранил их тайны и наблюдал за их жизнью. Вместе они создавали уют и тепло в своем доме. Мария учила Андрея хорошим манерам, дисциплине и трудолюбию. Она внушала ему веру в себя и передавала свою мудрость из поколения в поколение. Андрей был единственным сыном Марии, и она хотела, чтобы он вырос сильным и успешным. Мария была невероятно сильной и решительной женщиной, несущей на своих плечах огромное количество ответственности. Она с любовью и заботой воспитывала своего сына, стремясь создать для него идеальное и безопасное окружение, в котором он мог бы радостно и счастливо жить. Однако, несмотря на свою самостоятельность и независимость, каждое сердце матери всегда трепетало и беспокоилось за благополучие ее малыша, особенно в те моменты, когда он играл на улице в одиночестве. Однажды в один солнечный день, когда солнце ярко сияло на ясном небе, Андрей играл во дворе. Он бегал по зеленой траве, смеялся и с радостью наслаждался своей полной свободой детства. Мария, его заботливая мать, занималась домашними делами, но не отрывала глаз от своего маленького сына, который испытывал такое прекрасное чувство беззаботности и радости. Она наблюдала за ним с теплотой и любовью, восхищаясь его энергией. Каждое движение мальчика было для нее драгоценным и важным, и она не могла не восхищаться тем, как он смело и счастливо открывает для себя окружающий мир. В то время как жизнь вокруг них продолжала свое радостное течение, Андрей продолжал наслаждаться каждой минутой своей игры, не зная о том, какие трудности и испытания еще ждут его на этом пути. Вдруг, внезапно, женщина услышала крики. Она все бросила и выбежала на улицу в испуге. Что происходит? Она не могла представить, что может случиться с ее маленьким Андрюшей. Что же она увидела? Волк. Огромный и страшный зверь повалил ребенка на землю. Мария ощутила, как ее сердце замирает от страха. Волк грозно рычал и приближался к Андрею, готовясь нанести ему вред. Но Мария не сдалась. Она не могла позволить этому зверю причинить вред ее сыну. С невероятной силой воли и маминой любовью она начала громко кричать. Ее голос разнесся по всей деревне, проник в души людей и донесся до леса. Волк, услышав крики Марии, испугался и понял, что ему лучше убежать. Он не рискнул сразиться с решительной и отважной женщиной, которая готова защитить своего сына любой ценой. Взволнованная и изможденная, Мария смотрела, как волк убегает в лес. Ее сердце застучало от облегчения. Она была счастлива, что успела спасти Андрея от опасности. Ребенок, хоть и испугался, но он был цел и здоров. Андрей поднялся с земли и побежал к Марии, обнимая ее крепко. Мама обняла сына и поняла, что счастье и безопасность ее мальчика – это самое главное в ее жизни. С тех пор Мария всегда оставалась бдительной и заботливой мамой. Она старалась не отпускать сына на улицу без надзора и учила его, как быть осторожным и смелым одновременно. Волк же больше не появлялся в их деревне. Мария рассказала всем о случившемся и призвала соседей быть более внимательными к своим детям. Она понимала, что даже в маленькой и тихой деревне могут находиться опасности, и важно быть готовыми к ним. Эта история стала для Марии и Андрея важным уроком. Они научились ценить друг друга и беречь семью. Мария была горда своим сыном, который вырос сильным и умным мальчиком. И, хоть эта история была испытанием для Марии, она также показала, что любовь и решительность могут победить любую опасность. Мария всегда будет оставаться героиней для своего сына и примером для всех вокруг. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.